Ну что, друзья, всем привет! В этом видео я хочу рассказать, как прошел мой КВК. По итогу этого события я набил около 60 миллионов очков. Занял всего 35 место. Хочу сразу сказать, что на КВК у меня был стрим, и его запись есть на моем канале. Кто хочет посмотреть полный стрим, попробую сюда прикрепить ссылочку. Если не получится, то оставлю ее в описании. Специально для тех, кому лень пересматривать, я сделал для вас небольшую нарезочку самых ярких моментов за это КВК. Моментов было не так много, госсы были скучные, но кое-что мне удалось записать. По моей традиции, перед началом КВК надо обязательно зарядить алтарь, иначе КВК будет проходить еще скучнее, чем этот КВК. Поэтому один из моих цикланов дает мне ледаст твинка для казни, и получается, что алтарь заряжен. Начнем мы с разогрева. Конечно, какого КВК без резни плиток? Мы хоть и здравые люди, но КВК есть КВК. Сейчас я нахожусь в соседнем ГОСе, и на меня повесили первый маяк. Моя надежда на то, чтобы меня засборили, выросла в раза 3. Поэтому я полетел смело сжечь плитки, показывая тем самым, что я нахожусь на запале, и меня можно сборить. А тут я делаю свои первые очки, первые киллы на этом КВК. То есть одиночку в 2 этапа я закрыл, по-моему, на этих плитках. Там было около 30 тысяч Т4 пехоты. Но человек вот вовремя проснулся, начал отзывать свои ресурсы. Ко мне никто не прилетел. Не знаю, зачем они вешали маяк, но сбора я от них не дождался. И спустя, наверное, час мой соклан с замком 160 лям в силу. Я так понял, у него это ловушка, соло-ловушка. Дождался сбора, на него повесили сбор. То есть я прилетаю, сразу выхожу на запал для того, чтобы его закрепить. Но мы, наверное, такие были страшные, что даже 160 лям силы замок недостоин был принимать сборы, и они его отменили. И после этого я очень сильно расстроился, потому что если на этом КВК не хотят даже сборить замок, который всего 160 миллионов силы, то о чем уже говорить про мой замок, который там был на тот момент 370 лямов силы. Для них я был, мне кажется, очень страшным. Это продолжение КВК. Мы нашли соло-ловушку, который был на запале с 1,5 миллиона войск. И я не знаю почему, но он начал раскидывать свои войска по ресурсам. Не советую так делать. Вообще ни в коем случае. Если вы хотите свои войска спрятать, то делайте сборы, кидайте укреп с агильдийцем или на крайний случай делайте атаку на пустые замки, но ни в коем случае не на ресурсы. И сейчас я покажу, почему не стоит отправлять свои войска прятать на ресурсы. Потому что есть такой фам, который называется Рина, он собирает все клетки. И пока тот челик шел на плитку, я ее собрал и встал на то место, куда он отправил свои войска. Сделал РТП и собрал все, что ко мне шло. Точнее, все, что шло на плитку, все было мое. Могу сказать, что ему повезло, его войска пошли половина в больку, то есть у него были пустые больки. Если бы у него были забиты больки, все бы пошло в гроб. Вот, поэтому не делайте так. Таким образом он потерял почти все свои войска, то есть там что в больку пошло, что в гроб пошло, и он успел спрятать лида, так что ему даже повезло. Ну а теперь, наконец-то, перейдем к самому интересному, потому что это было, наверное, единственное, что подняло мне адреналин от того, что я давно не принимал сборы, и у меня немного даже затряслись руки. Но, как говорится, опыт не пропьешь. И для начала расскажу, что сбор был не совсем на меня. Его повесили на моего соклана. И я прям долго не думая прилетаю к нему и начинаю ему кидать креп. Выходя на запал, чтобы все, кто сборил, меня видели. И, как бы, скажем так, обратили на меня внимание, что я с маленькой силой кидаю креп, я на запале, и меня можно сборить. То, что соклан изначально не хотел принимать сбор, я это знал. Он был без запала и написал в чате, что он не особо хочет принимать, и он уйдет в щит. Это было как раз то, что нужно мне. Нападающие распустили сбор, и примерно через минуту этот сбор они повесили на меня. Небольшая вырезка со стрима. Есть! Ура! 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 Наконец-то это свершилось. Чтобы вы понимали, последний сбор я принимал месяца 2 назад, а еще месяц назад меня обнулили, поэтому на КВК прям на стриме случилось то, что я так давно ждал.
Я сейчас посмотрел на сборщика, увидел, что войска к нему вступают, и это не фейк-сбор, и выбрал противоположную сторону, чтобы встать на край травы. Это мне позволит посмотреть, чем на меня выйдет сборщик, и успеть поменять фалангу. Буквально проходит 15-20 секунд после того, как я скинул координаты в чат, и ко мне прилетает вся ГИ, которая была в этом госе, и не задумываясь дает креп. После чего я проверил все таланты, проверил фалангу, шмот, и все было на месте, но я забыл опять убрать Т1 войска в убежище. Еще у меня в больке было около 50 тысяч Т4, которые я также не поднял. Все было готово, я уже обрадовался, и вдруг откуда ни возьмись на меня повесили второй сбор. Учитывая то, что я стою на запале, мне было немного не по себе, и для себя я в тот момент решил, что приму даже 2 одновременных сбора, чего бы они мне на тот момент не стоили. Для полной готовности мне не хватало льда сверху в тюрьму. Батя, недолго думая, вышел из ГИ и зарядил меня этим льдом, что дало мне плюс 100% к уверенности. Предлагаю вам посмотреть этот небольшой отрезок со стрима. Я его чуть-чуть обрезал, ускорил, так что, думаю, много времени он не займет. Man, I just wanna be famous. Yeah. Не этот. Пока не разговариваю. Конями пошли. Пацаны, пацаны, я поймал его. Чё, ставки кто делал? Пробьют, да? Подожди, не тот. Ну чё там? Не пробил. А второй будет? Блин, ну лям это много, да. Похрен. Это Т2 расходник. Луки. Успел? Успел, пацаны, -2. Жесть. Фу. Сорян за мат, но это пипец. Я очень надеюсь, что вы прочувствовали ту самую атмосферу, когда ты на стриме, до тебя еще и сборят, еще и депутаты, еще и вдвоем. Короче, много еще. Поэтому заходите ко мне на стримы, у меня будет точно весело. Ну а теперь покажу конец КВК. Как мы хотели захватить основные форты и циту, и у нас ничего не получилось. К нам в ГОС прилетели новые ГИ. Одна из ГИ китайская, и она не слабже нашей ГИ. И это значит, что должен быть контент. Я надеюсь, что после того, как я восстановлюсь, они меня засборят. Ну, пока предлагаю посмотреть этот маленький кусочек, болезненный кусочек того вечера, когда у нас отжали все форты и циту. I'm sick of being cautious. I'ma go cause some pain, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame. И как итог, у нас осталось 2 форта. Остальное все как по таймингу забрали китайцы. Я надеюсь, что на следующей битве мы заберем и циту, и форты. Ну а на этом все. Всем удачи и пока. Не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки.